Стали известны секретные пункты плана победы от Зеленского, стратегические учения Беларуси и РФ и битва за Покровск. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные, интересные новости. Россия не считается с потерями и, скорее всего, даже не знает порядок цифр. Чем Южная Корея будет помогать Украине теперь в ответ на появление северокорейских солдат на фронте? Но 12 тысяч, если они станут где-нибудь в той же Курской области, они помогут высвободить резервы. Новый главарь террористов. Кто этот человек? Спасибо, что смотрите, спасибо, что доверяете. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписаться на наши каналы и про кнопочку «Супер спасибо», ведь так вы можете нас поддержать. Поехали. Министерство обороны России сообщило о взятии российскими вооруженными силами города Горняк, а также населенных пунктов Богоявленка и Екатериновка. Украина, скорее всего, потеряет или уже потеряла Селидово. Российская Минобороны уже официально об этом заявила. Но российская Минобороны может брать любой город по многу раз. Тем более видео, которое они прикрепили к своему сообщению в Телеграм, уже гуляет в интернете как минимум несколько дней. Поэтому пока мы ждем официального подтверждения. Если информация такие подтвердится, то впереди нас ожидает битва за Покровск, так как захват Селидова открывает противнику возможность для наступления на этот город. Но маловероятно, что они сразу начнут атаку на Покровск. В первую очередь, вероятно, целью российских войск станет так называемый Кураховский карман, район, где они попытаются вытеснить силы обороны из Курахова. Во всяком случае, так считает аналитик Денис Попович. Селидово, очевидно, будет готовиться как база для дальнейшего наступления на Покровск. И по поводу Селидова, они там действовали в большей степени за счет пехоты. То есть они пехотой там пытались атаковать, продавливать оборону, используя численное большинство. Численное преимущество совершенно подавляющее в данном случае было в отношении Селидова. И, очевидно, такими вот действиями поясняется то, что данный населенный пункт, данный город, он разрушен в несколько меньшей степени, нежели были разрушены другие города. По всей видимости, в ближайшее время мы услышим официальное сообщение о том, что Селидово оставлен, город Селидово оставлен. По той простой причине, что уже сейчас заметно, что, по крайней мере, большая часть его уже не находится под контролем вооруженных сил Украины. И это достаточно такой оптимистический комментарий. То есть, судя по всему, можно предполагать, что ситуация там даже хуже, чем я сейчас говорю, если глянуть на карту. Поэтому нужно готовиться к тому, что впереди будет битва непосредственно за Покровск, потому что захват Селидова, он означает то, что для противника открывается возможность для наступления уже на сам Покровск. Хотя я не думаю, что они будут наступать на него сразу. К слову, оккупанты действительно не считаются с потерями на фронте. Многие эксперты говорят о тактике российских войск, называя ее «люди в обмен на территорию». По словам командующего Центром военной разведки Эстонии Янека Кассельмана, потери России на фронте в Украине по итогам октября составляют около 40 тысяч военнослужащих, включая раненых и убитых. Кассельман отметил, что такие потери стали результатом интенсивных атак. Этого эффекта достигают благодаря так называемым мясным штурмам, во время которых Россия цинично тратит свой личный состав. Потери в России достаточно велики. В этом месяце, похоже, Россия терпит одни из самых больших потерь. По нашим оценкам, за месяц противник потеряет примерно 40 тысяч военнослужащих ранеными и убитыми. В эфире «Нехта» мы приводили цитату президента Украины, который говорил, что Россия потеряла на войне уже 650 тысяч человек. Генштаб после этого обновлял цифры и утверждал, что общее количество потерь уже стремится к 7 сотням тысяч. Спросили у военного эксперта, как происходят такие подсчеты. Это достаточно грубые подсчеты, и они все основаны прежде всего на опыте Второй мировой войны. Однако за вот эти 80 лет война изменилась, и количество, и, так можно сказать, качество потерь, оно не означает преимущество той или иной стороны. Сейчас россияне пытаются навязать, и уже в какой-то мере смогли навязать, вот эти стандарты Второй мировой в исполнении Великой Отечественной украинской армии. То есть мы меряемся потерями, и от этого отходит понятие тактических и стратегических успехов.
советская, российская армия никогда людей не считала, и всегда ценность человеческой жизни была минимальная. Основное было то, что выполнена задача или не выполнена задача. И вот это единое мерило и боевой эффективности какого-либо российского генерала. Южная Корея будет обмениваться разведданными с Украиной из-за информации об участии военных КНДР в войне. По словам Зеленского, Северная Корея перебросила около 3000 военнослужащих в Россию, и их количество может вырасти до 12 тысяч. Республика Корея выразила обеспокоенность углублением военных связей Пхеньяна и Москвы. Йон Сок Йоль пообещал принять меры, отметив риск передачи военных технологий Северной Кореи. НАТО также подтвердило размещение северокорейских войск в России и продолжает консультироваться с партнерами по этому поводу. А чем еще может помочь Сеул Киеву? Мнение аналитика Дениса Поповича мы спросили, который практически всегда имеет свои инсайды. 12 тысяч, конечно, не очень много. Но 12 тысяч, если они станут где-нибудь в той же Курской области, они помогут высвободить резервы российской армии, которые могут быть переброшены на те направления, которые мы уже с вами обсуждали. То есть это Покровское, Кураховское и так далее. То есть это уже будет подкрепление к тем российским войскам, которые сейчас атакуют. А учитывая их тактику размена живой силы на территорию, мы прекрасно понимаем, что это может ситуацию осложнить. Чем может помочь Южная Корея? Прежде всего это танки. Как ни странно, танки советского образца Т-80У, которые Российская Федерация передавала в распоряжение Южной Кореи в середине 90-х годов. И также БМП-3 в количестве около 70 единиц, которые также были переданы Российской Федерации в 90-х годах в распоряжение Южной Кореи. Это первое. Южная Корея также имеет собственные значит, разработки в сфере ВПК. Это и танки, К-2 Black Panther, Черная Пантера. Это самоходные артиллерийские установки К-9 Сандер. Это ракетные технологии, в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы. Это и зенитно-ракетные комплексы, которые сопоставимы в принципе с Патриотами. А сейчас большая потребность в Украине в зенитно-ракетных комплексах для уничтожения баллистических и скоростных воздушных целей. И это очень важный такой сегмент, это производство артиллерийских боеприпасов. То есть здесь Южная Корея тоже очень-очень может помочь. Президент Украины Владимир Зеленский в рамках предложенного плана победы якобы попросил Вашингтон о предоставлении крылатых ракет дальнего действия «Томагавк». Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс». Как сообщил неназванный высокопоставленный чиновник США, Зеленский предложил включить эти ракеты в неядерный пакет сдерживания. «Томагавк» способны поражать цели на расстояние более 1500 километров, что в 7 раз дальше, чем возможности ракет «Атакмс», которые Украина уже получила в ограниченных количествах. Однако источник назвал такую просьбу абсолютно нереалистичной. Список целей на территории России, которые Украина передала США для обоснования этой просьбы, значительно превышает возможное количество ракет, которые США или их союзники могли бы передать Украине. Это ограничение связано с тем, что западные страны также учитывают потребности для потенциальных кризисов в других регионах, таких как Ближний Восток и Азия. Стала известна дата проведения российско-белорусских учений. Командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси Анатолий Лукьянович подтвердил, что совместные стратегические учения пройдут в сентябре 2025 года на территории Беларуси. Вероятно, речь идет об учениях «Запад-2025». Ранее точные даты этих учений не озвучивались, было известно только, что они запланированы на следующий год. Но странно, что российские шахеды каждую ночь залетают на территорию Беларуси, минувшая ночь не исключение. К тому же белорусский военный самолет Су-30 из состава ВВС и ПВО приблизился к украинской границе в районе зоны отчуждения, в районе Чернобыля. Мы попросили прокомментировать ситуацию на украинско-белорусской границе и в воздушном пространстве двух стран, эксперта, который специализируется на изучении именно этого направления. Сейчас белорусские военные находятся в очень непростой ситуации, и вот эти все некие движения авиации, они связаны только с одним, что начиная с июля месяца регулярно российские шахеды, ударные беспилотники заходят в воздушное пространство Беларуси.
Новым лидером Хизбаллы назначен Наим Кассем, который ранее был заместителем ликвидированного лидера Хасана Насраллы, пишет Reuters. Совет Шуры, это главный орган принятия решений в организации, утвердил его на посту генерального секретаря. Кассем – один из основателей Хизбаллы. С 1982 года он окончил Бейрутский университет и занимал должность заместителя главы с 1991 года. После гибели Насраллы он временно исполнял обязанности руководителя, а до этого 30 лет был его заместителем. Напомним, 27 сентября Израиль нанес авиаудар по Бейруту, ликвидировав Насраллу, который в момент атаки находился в центральном штабе организации. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. Ну и не забывайте про кнопочку «Супер спасибо», ведь так вы можете нас поддержать. У меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.